Психологическое упражнение на каждый день. Сам себе психолог. Можно ли помочь себе самому? У меня есть видео, где я описываю 6 замечательных пунктов, как себе самому помогать. А здесь дам одно дополнительное, еще одно очень важное упражнение, которое действительно может частично заменить психолога в ситуации, когда у вас нет возможности к нему пойти. Прежде чем продолжим дальше, у меня к вам маленькая просьба. Пожалуйста, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Давайте вместе с вами донесем это видео до большого количества людей. Ваше простое такое действие поможет видео попасть в рекомендованное YouTube, и тогда его смогут увидеть другие люди тоже. Психологическое упражнение и как оно вам поможет. Когда человек ходит к психологу, клиент психолога, помимо того, что в его жизни что-то меняется, он еще получает от психолога такую помощь, как выслушивание, активное слушание. Человек как бы выгружает все свои чувства и эмоции из себя и освобождает свой эмоциональный контейнер. Представьте, что у каждого из нас внутри есть такая баночка, где хранятся наши чувства, эмоции, которые нам трудно выразить в мир. То, что мы в себе подавляем, не принимаем, не позволяем себе проявить. Оно никуда не девается, оно хранится внутри нашей психики. Представим, что внутри тела вот такая баночка, которая наполняется. Ее очень полезно очищать, доставать, проявлять понемножку то, что там копится, облегчать свою психику, сделать свое состояние легче. Вот это психологическое упражнение. Как это можно сделать? Смотрите, когда вы сидите у психолога как клиент, вы очень много говорите, вы высказываете все. Именно через речь, через проговаривание вы освобождаетесь частично от вот этих трудных чувств и эмоций. И в этом огромная польза. Когда у вас нет возможности пойти к психологу, что вы можете сделать? Вы можете, казалось бы, выговорить все это другому человеку, например, другу или подруге. Здесь, пожалуйста, будьте осторожны. Полезно выговорить, но что вы услышите в ответ, может быть не просто бесполезно, оно может быть вредно. Психолог – это специалист, обученный не давать советов. Совет – это когда вас ведут по своей линии, когда с вами делятся, как человек видит мир по-своему, а у нас у каждого своя картинка мира и свой путь. И если вы пробуете идти по чужому пути, то вероятность, что вы придете туда, куда вам нужно, практически ноль. У вас свой путь. И советы очень мешают жить, если вы их слушаете. Поэтому не слушайте советов. Слышите их, но пропускайте мимо ушей. Не идите за советами, не просите советов. Ищите решения сами. Соответственно, если вы выговариваетесь другому человеку, и он что-то отвечает вам в ответ, вероятность того, что вы схватитесь за те советы, что он предлагает вам, как за спасательную соломку, и начнете их делать, очень большая. И это опасно. Поэтому нужно разделить это. Нужно выговариваться, но не ждать ничего в ответ. Если вы можете в жизни найти реального живого человека, который готов вас не как психолог за деньги, а бесплатно послушать и при этом просто послушать и все, точка, не начать вам в ответ что-то говорить, не успокаивать вас, не давать вам советов, просто выслушать, то это здорово, вы тогда счастливчик. Используйте такого человека, это очень ценно. Например, если у вас есть близкий брат, сестра, мама или какой-то друг, с кем можно так договориться, слушай, я тебе сейчас выговорюсь, мне станет легче, мне это полезно. А ты, пожалуйста, просто послушай, посмотри на меня добрым взглядом, посочувствуй внутри, если можешь, но не советую, не рекомендую, мне не нужно решение от тебя, я просто хочу выговориться. Тогда вы счастливчик. Пожалуйста, используйте этого человека, это будет очень полезно. Если такого человека нет, упражнение, что делаем? Берете фотографию того, кто вам близок, кому вы можете открыться. Это может быть родственник какой-то или друг. Например, берете эту фотографию распечатанную или в компьютере открываете, смотрите на фотографию и начинаете ему все выговаривать. Он не обязательно человек, на которого вы злитесь. Нет, вы ему выговариваете все, что в вас копится, все, чем вы хотели бы поделиться. Представьте, что он сейчас заменяет психолога. Вот если бы вы пришли к психологу и хотели бы ему открыться, доверяли бы ему, что бы вы ему рассказали? Все это расскажите в фотографии. Почему это полезно? Вообще выгружать из себя полезно. Есть два способа, как выгрузить из себя. Письменно прописать на бумаге от руки. Не печатный текст, а именно от руки, ручкой прописать. Это очень полезная техника, и я тоже ее предлагаю в том видео, где я даю 6 таких рецептов, что можно сделать самому себе. Но когда мы только пишем, мы задействуем какие-то одни части своего мозга. Нам становится легче, но это одна часть. Когда мы говорим, подключаем вестибулярный аппарат, речь, это немножко другая энергия, это другие отделы мозга. Мы выгружаем из себя немножко больше.
Выговориться чуть-чуть больше полезно, чем просто прописать. Если выговориться не можете, прописывать это тоже супер. Но если можете выговориться, используйте это. Представьте, если бы был психолог у вас, вы бы платили ему деньги, ходили на сессии, и с ним можно было бы общаться речью, по-настоящему говорить, или был бы вариант, где вы могли бы от руки ему писать письма, и он бы вам отвечал письмами, ну или отвечал речью, окей. Согласитесь, что выговориться психологу речью более полезно, вам станет легче, это проще, чем писать. Точно так же и это упражнение, оно еще более эффективно, чем просто техника письма. Поэтому берем фотографию того, кому готовы открыться, кто нам близок, и рассказываем ему все, что беспокоит, на всех жалуемся, вспоминаем все трудные ситуации, рассказываем обо всех своих чувствах, признаемся ему во всех своих тайных мыслях, фантазиях, чувствах, все проблемы берем и выгружаем ему через речь. Вот такая интересная техника. Попробуйте. Попробуйте, это действительно частично может заменить психолога, но, пожалуйста, не стройте себе иллюзии, что все можно решить таким способом. Нет, повторюсь, в других видео уже говорила, что травмы какие-то серьезные психические, такие как насилие, травмы отвержения в детстве, невозможно решить самостоятельно, практически невозможно. Нужен человек, сторонний наблюдатель, специалист, квалифицированный психолог. Суицид. Если были попытки или просто даже мысли, обязательно нужно идти к специалисту. Самостоятельно дела, связанные с суицидом, не решаются. Заболевания, расстройства психического уровня, клиническая депрессия, шизофрения. Диагностировать ее должен специалист, сами вы ее навряд ли себе диагностируете. Если есть просто подозрение, что что-то настолько не в порядке, обязательно к специалисту, не бойтесь. На ранних стадиях эти штуки достаточно хорошо лечатся иногда и часто. Не бойтесь идти к психиатрам. Не советское время сегодня, на учет уже, возможно, никого не ставят, не знаю, живу не в России, но это не страшно, можно найти профессионала, который хорошо поможет. Важно себе помочь вовремя. Что можно решить самостоятельно при помощи техник самопомощи? Помочь себе достигать целей? Можно. Повысить самооценку? Можно. Понизить тревожность, уменьшить тревожность? Можно. Стать более позитивным, изменить какие-то свои внутренние настройки немножко? Можно. Помогать себе контролировать немножко свои эмоции, как-то с ними работать? Можно самому. И проживать трудные жизненные ситуации, когда рядом нету близких, некому пожаловаться, некому выговориться, не у кого попросить помощи. Можно проживать самостоятельно, это необходимо, куда же мы денемся. Для этого можно использовать техники самопомощи. На всякий случай оставлю еще в комментариях ссылку на видео, где я писала еще 6 таких техник самопомощи. Если вам интересно, переходите, смотрите и, главное, пользуйтесь и применяйте. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет приятно. Если есть вопросы, смело пишите их внизу в комментариях. Захожу в комментарии, читаю вопросы, стараюсь на все отвечать. И приходите в гости, я вам рада на этом канале. До встречи, пока-пока.